Доставшиеся мне по наследству дедушкины стулья выбрасывать совершенно не хотелось. Как можно выбросить память? Хотя сейчас мы отовсюду слышим: избавляйтесь от старых вещей, выбрасывайте их, не жалейте. Они несут какую-то плохую энергию. Какую плохую? Наши родственники радовались, когда покупали их. Это был предмет гордости. А, впрочем, люди видят то, что хотят видеть. Или им подсказывают, куда надо смотреть. Чтобы очистить эти стулья от старого лака и 70-летней копоти, я решила взять в руки газовую горелку и слегка поджечь их, то есть подвергнуть так называемому брошированию. Одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На одном из стульев сохранился ценник. На нем указана не только дата изготовления – 20 ноября 1952 года, но и фабрика изготовителя – Бухарест, Румыния. Это, конечно же, надо сохранить, взять в рамочку. После броширования берем в руки дрель, а лучше болгарку, у кого она есть. Насаживаем на нее полимерную щетку и вперед очищать стул от копоти. Щетку ведем четко вдоль волокон древесины. Мягкие волокна остаются темными, а твердые будут светлыми. Итак, стул приобрел вот такой оттенок. Но это еще не все. Надо непременно пройти по ней наждачной бумагой с крупными абразивными вкраплениями, а потом очистить сухой, чистой тряпочкой. И начинаем приступать к окрашиванию. Работать лучше синтетической кистью. Она хорошо растягивает краску. А краску я купила акриловую, синюю, в строительном магазине. Правда, мне пришлось ее разбавить белой акриловой краской, так как темный цвет меня не устраивал. Окрашиваем весь стул, но частями, так как краска быстро сохнет. Окрашивание можно производить в хаотичном порядке, особо не стараясь наносить красивые мазки, так как наша задача состоит только в том, чтобы слегка нанести нужный цвет, чтобы проглядывала древесина. Поэтому берем мокрую тряпку и сразу же начинаем стирать эту краску. Теперь то же самое проделываем с белой акриловой краской. Быстро наносим хаотичными мазками, не очень стараясь. А потом также быстро стираем мокрой тряпкой. Стулья высохли после наших манипуляций, и самое время опять подвергнуть их абразивной обработке. Наждачную бумагу я взяла P240 и хорошо зашкурила все стулья. После абразивной обработки стираем со стула шелуху сухой чистой тряпочкой и приступаем к нанесению первого слоя акрилового лака. Лак для деревозащитной обработки бесцветный, полуматовый, я купила в строительном магазине.
Для того, чтобы придать поверхности более светлый тон, в лак я добавила совсем чуточку белой акриловой краски. И теперь, хорошо размешав, наносим сначала лак на спинку стула, потом далее. И слегка голубовато-беловатая поверхность пусть вас не пугает. После высыхания поверхность приобретает блестящий вид. Лак размазываем хорошо. После высыхания первого слоя лака самое время заняться декупажем. Если сами стулья сделаны из древесины, то сиденья сделаны из фанеры и не очень-то приглядны. На одном из стульев, как вы можете видеть, розы на обычных дешевых салфетках очень вписались в структуру и цвет окрашенной древесины. На другом стуле я уже приклеила половину салфеток акриловым лаком, причем в лак я также добавила немного белой акриловой краски, чтобы лучше вписать их в окрашенную поверхность. Вот здесь вы можете видеть, как я приклеиваю с помощью акрилового лака выдранную салфетку от середины края. Через некоторое время все высохнет. Вот на этот стул я никак не могу подобрать нужную салфетку. Все как-то не то, что-то мне не нравится. Хорошо бы, конечно, сделать кракелюр, но надо подумать. Когда наши салфетки высохли, их также надо обработать наждачной бумагой, но уже с мелким абразивом. Я взяла PR1200 и очень нежно и аккуратно прошлась ею по приклеенным салфеткам. Таким образом они больше вживаются в поверхность фанеры, выравниваются все неровности, шероховатости, и стул подготавливается к дальнейшему нанесению лака. Так как стул приобрел голубовато-беловатый оттенок, я решила добавить серебряной акриловой краски, также купленной в строительном магазине. Вот вы можете ее видеть. Ею необходимо обработать кончики ножек стула и ободок. А также можно посеребрить и кончики салфетки. Покраску серебром необходимо производить 3 или даже 4 раза. Не забываем про ободок стула. Теперь вы можете увидеть, как преобразился декор после нанесения серебряной акриловой краски. Эта краска тоже сохнет очень быстро. И примерно через полчаса или час можно приступать к нанесению акрилового лака на весь стул. Так как поверхность стула будет использоваться интенсивно и жестко, лак надо наносить несколько раз. Я наношу 10-12, не менее.
не забывая наносить лак на всю поверхность стула. На втором стуле мне пришлось приобрести декупажную карту. Она из достаточно плотной бумаги, не из рисовой, поэтому я приклеила ее на ПВА при помощи целлофана. Я не стала снимать этот процесс на камеру. Все это вы можете найти на других каналах. Этих видео достаточно много. Поверх этой картинки я также наношу акриловый лак. После высыхания можно также обработать тонкой наждачной бумагой и уже наносить много слоев лака. Как я уже выше говорила, 10-12. Так как на декупажной карте присутствуют позолоченные элементы, я решила нанести также позолоту на некоторые элементы стула. И также покрасить концы ножек и ободок стула позолоченной акриловой краской. Это придаст некоторый шик моему изделию. Не забываем про ценник. На внутренней стороне стула и при помощи трафарета, спонжика и бронзовой акриловой краски я наношу рамочку. В результате проделанной работы вы можете видеть два совершенно разноокрашенных стула. Если на первом стуле я применила акриловый лак, чуть смешанный с белой акриловой краской, что, собственно, и навело меня на мысль немного посеребрить стул, то на втором стуле я применила позолоту из-за позолоченных элементов на декупажной карте. Вообще не спешите избавляться от старых вещей. Даже работа над их переделкой наполняет смысл нашу жизнь. Конечно, кому-то может это не понравиться. Мы все разные. Вот, например, мой муж посмотрел и сказал, что теперь их смело можно нести на помойку. Если до моего окрашивания они были нормальными стульями, то теперь они стали затхлыми и плесневелыми. А на мои возмущенные возгласы о недопонимании им высокого искусства он ответил словами незабвенного Владимира Маяковского: «Вы любите розы, а я на них срал. Стране нужны паровозы, стране нужен металл». Ну, спасибо всем за просмотр. Если понравилось, ставьте пальчик вверх. Не понравилось — вниз. Пишите в комментариях. Я всем непременно отвечу.